Здравствуйте, коллеги, любители хорошего текстиля. Я решил, что вы уже немножко поднялись на некоторый более высокий текстильный уровень, и мы можем говорить о более сложных вещах, чем просто пряжа или линейная плотность. И сегодня мы начнем серию выпусков об умном текстиле. Что же это такой умный текстиль? В последнее время появились такие слова, как нанотехнологии, смарт-текстиль, умный текстиль. Это текстиль с заранее заданными свойствами. Производство такого текстиля, смарт-текстиля, развивается в европейских странах, развивается в Америке в большей степени. Ну и теперь и в нашей стране. Что же это за свойства? Это могут быть самые разнообразные характеристики. Текстиль, который регулирует и снимает показания вашего давления. Это может быть текстиль с огнезащитными свойствами. Текстиль, который не пропускает влагу или наоборот очень хорошо ее впитывает. Ну и масса других свойств. Текстиль, который изменяет процесс терморегуляции тела. Сегодня мы поговорим об одном направлении умного текстиля. Это ароматизированный текстиль. Что же это за ароматизированный текстиль? Это текстиль, который источает запахи. При желании вы можете создать и получить текстиль практически с любым запахом. Запахом любимой женщины или любимого мужчины. Дело в том, что вот эта идея создать ароматизированный текстиль витала в воздухе, можно сказать, очень давно, и с давних пор люди пытались создать этот ароматизированный текстиль. Ну, даже любой человек в своих бытовых условиях знает, что в шкафу мы развешиваем какие-то ароматизаторы, саше, а белье мы стираем с каким-нибудь ополаскивателем, чтобы он источал какой-то тонкий аромат, желательно более долгое время. Но многие попытки создать такой текстиль долгие годы не могли увенчаться успехом, потому что запах был или слишком резкий, или слишком тонкий, он быстро исчезал, он не взаимодействовал с запахом парфюма и так далее, и так далее. Эти попытки продолжались до тех пор, пока в 90-х годах не была изобретена технология микрокапсулирования. Это и есть основа, базис современного ароматизированного текстиля. Значит, сегодня мы говорим о микрокапсулировании в текстиле для получения текстильных изделий с ароматом. Что же это такое микрокапсула? Микро значит она очень-очень маленькая. Размеры этих микрокапсул от 1 до 30 микрометров. Чтобы вы понимали, 10 микрометров это 1/100 миллиметра. Если мы говорим об 1 микрометре, она, значит, соответственно, 1/1000 миллиметра. Соответственно, как вы понимаете, такие частицы не видны человеческому глазу, только под микроскопом при очень крупном увеличении. Микрокапсула любая состоит из двух компонентов. То, что у нее внутри, это и есть в данном случае наш ароматизатор, обычно это смесь его с водой или с каким-то другим растворителем, и внешняя оболочка этой микрокапсулы. Вот здесь на слайде вы видите, это я с коллегой фотографировал микрокапсулы на непрофессиональном микроскопе при большом увеличении. Этих микрокапсул десятки миллионов, и их не видно. Это очень важно, чтобы вы запомнили. Они не изменяют структуру ткани или изделия, они не меняют его свойства, они не видны человеческому глазу. Так вот, активный компонент заключен в мембране. Мембрана – это и есть оболочка или полимерное покрытие, которое также никак не влияет на свойства текстильного изделия или его характеристики. Это мембрана натуральная, полусинтетическая или синтетическая. Итак, изготавливаются эти микрокапсулы по достаточно сложной технологии, туда мы вдаваться не будем. Значит, важно понять смысл. Ароматическое вещество в очень маленькой капсуле, заключенное в оболочку. Затем из этих микрокапсул готовится водная суспензия, где содержание микрокапсул где-то 25-40%.
Значит, здесь половина, грубо говоря, воды, половина микрокапсул. Вот так микрокапсула уже выглядит под более профессиональным микроскопом. Итак, получили раствор микрокапсул в водной среде. А дальше на стадии отделки тканей, трикотажных полотен, готовых текстильных изделий мы обрабатываем эти изделия раствором микрокапсул на стадии отделки. Добавляется в этот раствор какой-то сшивающий агент, который помогает микрокапсулам закрепиться на текстильном материале, чтобы он легко не смывался водой. И на стадии отделки, знаете, что любая ткань или трикотаж проходит какую-то финишную отделку, мы добавляем туда этот раствор микрокапсул. Можно каким-то другим видом, можно распылением, можно покрытием, но тем не менее эти микрокапсулы, попадая в текстильный материал, закрепляются между волокнами и будут выполнять свою функцию, ту, которую мы захотели. Функции микрокапсул более широкие, чем только ароматизация, но это уже будет тема следующих передач. Итак, мы получили текстильный материал с микрокапсулами. Что же дальше? Как это работает? Дальше есть следующие варианты развития событий. Есть технология, которая называется медленное высвобождение. Ароматизатор, который находится внутри микрокапсулы, медленно высвобождается и выходит наружу вместе с водой. Вода, как вы понимаете, быстро испаряется, а аромат, соответственно, мы чувствуем. Это первая технология. Время высвобождения может быть от 1 дня до нескольких месяцев, в зависимости от того, какая у нас мембрана, то есть вот эта вот оболочка. Это первая технология. Вторая технология, более интересная, на мой взгляд, называется она «поцарапай и понюхай». То есть под воздействием каких-то механических факторов эта мембрана разрушается. Посмотрите, вот так вот она выглядит на слайде, разрушенная мембрана, а ароматическое вещество, соответственно, выходит снаружи. Как мы это почувствуем? Что значит механическое воздействие? Смотрите, мы рубашку надели, сняли. Мы постоянно двигаемся, возникает трение. Трение об одежду, трение о тело. И, соответственно, за счет этого трения эти микрокапсулы, они непрочные, они лопаются, и ароматизатор выходит наружу. Конечно, первое впечатление, что это же на один раз. На самом деле ученые, специалисты очень долго работали над тем, чтобы эти микрокапсулы служили как можно дольше. На сегодняшний день в среднем где-то до 20 стирок выдерживает такое изделие. То есть при стирке все равно, конечно, микрокапсулы тоже будут разрушаться, но не все. И так как их десятки миллионов, то работать такое изделие будет достаточно долго. В зависимости, как часто вы это стираете. Если это вечернее платье, которое вы надеваете раз в месяц или раз в год, то, соответственно, работать будет долго. Если же это майка спортивная, которую вы стираете каждый день или несколько раз в неделю, то, соответственно, и срок службы именно этого ароматического покрытия будет не такой долгий. Но очень важно еще запомнить то, что свойства не меняются, почувствовать каким-то образом, увидеть эти микрокапсулы вы не увидите, они очень маленькие. И никаким образом они на вашем здоровье не отразятся. Конечно, вы понимаете, какие высокие сейчас стандарты в химии, в косметологии, никаких формальдегидов сложных, никаких там не может быть вредных частиц ни в мембране, ни во внутреннем содержании, которые каким-то образом могут повлиять на ваше здоровье. Надеюсь, технология понятна. Теперь переходим к свойствам и к тому, как это используется. Итак, смотрите, для чего может использоваться эта технология. Вот здесь на слайде увидите сами микрокапсулы. Вот они внедренные между волокнами и вот источающийся из них аромат. Они должны быть хорошо закреплены. Это в первую очередь ароматизация одежды. Это антибактериальные свойства, то есть борьба с запахом пота, например. Антитабачный эффект. Ароматизаторы поглощают неприятные запахи.
Кроме того, это может быть какое-то лечебное вещество, в том числе может быть полезно при борьбе с ковидом, потому что постоянно вокруг вас находится, вокруг вас будет создаваться аура защитного вещества. Также устранение неприятных запахов, защита от насекомых. Ну и в первую очередь очень широко этот ароматизированный текстиль используется в косметологии. Как я вам сказал, устойчивость таких ароматов достаточно долгая. Они должны быть устойчивы к стирке и к химчистке. Они экологически безопасны и безвредны для человека. Вот это основа технологии. Откуда же пришла к нам эта технология, откуда она взялась? Ну, как я вам говорил, очень долго ученые работали над этой темой, и первых существенных успехов в микрокапсулировании достигла компания Woolmark. Те, кто работают с шерстью, я думаю, она вам известна. Это один из ведущих брендов в мире переработки шерсти. И вместе с химической компанией ICI они создали технологию микрокапсулирования. Ну, очень интенсивно начала развиваться, сразу же заинтересовались ей многие торговые дома, мировые бренды, такие как Hermes и Dim, которые уже в 1995 году, в 1998 начали создавать свои коллекции одежды с использованием ароматического микрокапсулирования. Затем появились корпорации, которые стали заниматься разработкой микрокапсул. Прежде всего, это фирмы, которые занимались фармацевтикой, косметологией, такие известные химические концерны, как Biopharm, Microcaps, вот сейчас это фирма, которая занимается конкретно микрокапсулированием, Clariant, которая выпускает микрокапсулы. И они обычно взаимодействуют, вот такая корпорация, с какой-то текстильной фирмой, которая выпускает текстильную одежду и так далее, и разрабатывают новые коллекции. Ну вот, например, фирма Nural совместно с Microcaps'ом создали спортивную одежду, которая выдерживает до 100 стирок с использованием микрокапсул. А фирма Scabble, это совместная европейская корпорация, вот недавно представила на выставке ткань с очень тонким ароматом орхидей. Ну и многое другое. В основном микрокапсулы, как вы понимаете, механическое воздействие – это одежда, соприкасающаяся с кожей. Да, то есть это рубашки, нижнее белье, джинсы, брюки и так далее. И здесь также больших успехов достигла канадская фирма Invista, которая вот совместно с текстильными компаниями разработала нижнее белье ароматизированное. И первая их коллекция называлась Body Care Lycra. Это лифчики, трусики и другое белье, тоже пропитанное ароматизированным текстилем или другими веществами. Давайте теперь посмотрим, где же он все-таки применяется и где он будет полезен. Ну, в первую очередь мы говорим об ароматах, которые мы заключаем в текстиль. Например, это постельное белье, которое может быть пропитано тонкими ароматами алоэ веры, лаванды, лилии. Up to you. Все, что вы хотите, пожалуйста. Это может быть спортивная одежда, чулочно-носочные изделия, шторы, ковры. Вы раздвигаете шторы, и на вас повеял легкий аромат морозного утра. Или ложитесь в постель, накрываетесь и чувствуете запах морского бриза. Все, что угодно может быть ароматизировано с помощью таких технологий. Кроме того, можно добавить какие-то вещества, которые оказывают успокаивающее воздействие при ношении, там, не знаю, какой-то спортивной одежды или легкой летней одежды. Очень важна борьба с запахами. Человек потеет, пот – неотъемлемая часть процесса терморегуляции человека, пот издает неприятный запах, и вот ароматизированный текстиль в том числе предлагает нам бороться с запахом пота. Например, португальские ученые разработали такие микрокапсулы, которые содержат
своем составе бета-цитронел. Это вещество химическое, которое ответственно за запах лемонграсса, такая травка, которая с таким легким лимонным запахом. Так вот, этот бета-нитронел взаимодействует с запахом пота, с кислой средой запаха пота, и при воздействии он его угнетает. Соответственно, человек потеет, но запаха пота мы не слышим, потому что молекулы пота связываются с этим бета-цитронелом. И мы получаем вместо запаха пота легкий запах лимона. Соответственно, мы можем забыть о вонючих носках, о вонючей спортивной одежде, покупая и приобретая ароматизированный текстиль с любым запахом, который мы захотим. Очень много, и, наверное, больше всего ароматизированный текстиль, текстиль с микрокапсулами используется в косметологии. Вдумайтесь, на сегодняшний день рынок такого текстиля только в Америке составляет уже 2,7 миллиарда долларов. Это текстиль с микрокапсулами, ароматизированный. Ну, конечно, тут нужно отдать дань маркетологам, что только они не продвигают под брендами ароматизированного текстиля. Где-то перебор, на мой взгляд, но где-то это действительно работает. Ну, например, в косметологии, смотрите, мы добавляем микрокапсулы с хитозаном. Хитозан – это экстракт из панциря креветок, который помогает увлажнению. Увлажнение кожи, вы знаете, очень важно. Кожа стареет, коже не хватает влаги, для этого используются всякие увлажняющие крема. А тут получается крем не нужен, вы носите белье, лифчик, не знаю, боди, трусики, рубашки, и микрокапсулы лопаются, постоянно ваша кожа насыщается различными увлажняющими веществами. Они могут быть самые разнообразные. Вот в данном случае я привел пример: экстракт коричневых водорослей падива павоника или хитозан для увлажнения, белье, колготки. Зеленый бальзам, барбарис, цикламен, крем, шоколад, фрукты, восточные пряности для препятствия роста бактерий и устранения запаха пота. В косметологии мы добавляем кофеин, имбирь и масло ши для стимуляции, для борьбы с усталостью. Это вот различные коллекции спортивной одежды выполняются из такого текстиля. Ну, даже антицеллюлитный крем для похудания добавляют микрокапсулы в колготки, в джинсы. Не знаю, насколько вы это верите, но маркетологи удачно продвигают такие товары. Для укрепления иммунитета ученые добавили барбадосскую вишню в нижнее белье. Для мужчин то же самое. В нижнее белье, в джинсы добавляют различные вещества для увлажнения кожи. Смесь витамина Е, экстракта гинга, лаванды, ромашки, исландские водоросли, хитозан. А также витамин С и женьшень для активации антиоксидантных и регенерирующих процессов. Представляете, какой огромный простор в косметологии дает эта технология. Все, что хочешь, пропитывай текстиль и получай новые свойства. Немножко перейдем домой. Home текстиль. Например, ароматизированные матрасы. В текстиль добавляются микрокапсулы, которые убивают постельных клещей. Это важно, все вы знаете, что в постели вводятся вот эти микроклещи, которые вызывают различные заболевания, особенно если у вас шерстяные одеяла, шерстяные подушки, ну и не только. Они все равно заводятся, нужна обработка. Здесь обработка не нужна, у вас матрас будет работать постоянно. Борьба с насекомыми. В первую очередь нас интересует, конечно, борьба с комарами. Можно пользоваться спреями, но спрей выдохся, он не работает. Если же мы пропитываем одежду, в которой мы идем в лес, а можно пропитывать не только одежду, можно пропитывать шторы, можно пропитывать даже стены. Этот материал добавляется в покрытие стен, в краску. И работает он, конечно, намного дольше. Микрокапсулы лопаются, и, соответственно, насекомые погибают или улетают в течение длительного периода времени. Где еще может использоваться ароматизированный текстиль? Ну вот одна из сфер его применения – это борьба с подделками. Вы знаете, что сейчас очень много контрафактного текстильного товара, и порой контрафакт сделан настолько хорошо, что трудно отличить его от натуральных брендов. Вот что придумали производители для защиты своего текстиля. Мы пропитываем реальный текстиль микрокапсулами
И потерев его немножко, если вы слышите запах какой-то заданный, то вы знаете, что вы покупаете настоящий бренд. Если не слышите, ну, значит подделка. Кроме того, есть такое целое направление в медицине, нетрадиционное, называется ароматерапия. Это очень важно. Сенсорное восприятие, ароматерапия. Его применяют везде, его применяют дома, ароматические свечи, многое другое, масла и прочее, прочее, прочее. Но теперь, когда можно пропитывать текстиль, это может выполнять еще более широкие функции. Ну, мы можем за счет ароматерапии улучшать свое самочувствие, давление, память. Сейчас ароматический текстиль даже помогает больным с Альцгеймером. Он помогает пробудить какие-то воспоминания, активировать творческое мышление и так далее. Ну, например, в кабинете у стоматолога, если там какой-то приятный запах, то исходит от его одежды, это снимет ваше напряжение. Или, например, в салоне ювелирном, если там будет пахнуть смесью цветочных и цитрусовых ароматов, то явно вы там пробудете дольше. Это уже доказано учеными и маркетологами. В магазине спортивной обуви, если будет присутствовать запах леса и травы, с большей долей вероятности вы купите там кроссовки. Это уже на уровне ассоциации и чувственного восприятия. Дополнительные возможности ароматического текстиля. И тут возникает вопрос у ученых, а какие же запахи работают, и сколько их добавлять, и какие лучше воспринимаются. То есть какую концентрацию нужно задать именно вот в этих микрокапсулах. Были проведены подробные исследования, в результате которых оценивали запахи, которые лучше всего воспринимает человек. При этом запахи должны обладать свойством конгруентности. Что это такое? Чтобы запах и изделие, которым собрались его пропитать, сочетались. Например, детское белье у нас ассоциируется с запахом талька, а вечернее платье с запахом мускуса, но никак не наоборот. Так вот, выяснилось, что лучше всего человек воспринимает следующие запахи. Это цитрус, это цветочные запахи, фруктовые, травяные и сладкие. Ученые давно уже разложили все запахи, природу каждого запаха. И мы знаем, что, например, за запах яблок отвечает бензилацетат, а за запах лилии гидроксилцитронелла и так далее. И так далее. Значит, анис у нас этилацетат. Все уже разложили по полочкам. А что значит разложили по полочкам? Значит, каждый из этих запахов мы можем химически синтезировать и заложить его в микрокапсулу. Запах этот должен иметь приятные свойства обязательно, он должен нести хорошие ассоциации, и он должен быть легко узнаваем. Ученые выяснили, что концентрацию каждого запаха, который улавливает среднестатистический человек с его обонятельной системой, и выяснили, что самая маленькая концентрация ментола и сосны, наименьшая концентрация, уже улавливается человеческим носом. А вот самая большая концентрация, чтобы ее уловить, это запах розы. Ну и, соответственно, можно задавать и создавать такую одежду. Я хочу закончить на разработке, которую шотландская фирма представила недавно на выставке. Это твидовая ткань с запахом виски. Твидовая ткань была разработана по мотивам виски Johnnie Walker на основе аромата Aqua Alba, который имитирует этот запах. Сама твидовая ткань костюмная разработана с учетом ассоциации с ячменем и рожью. И при ношении, соответственно, этого костюма вы чувствуете исходящий от вас легкий запах виски. Конечно, можно посмеяться и сказать, что заходя в любой трамвай с утра в 8, когда вы едете на работу, вы услышите целый букет таких ароматов исходящих, или в другом в каком-то месте. Ну, это фантазия была продюсера, но и нельзя забывать, что по запаху алкоголя, который исходит от человека, можно оценить его финансовое состояние, его предпочтения в жизни и так далее. Всего хорошего. С вами был
Текстиль Эксперт. До новых встреч!